Привет, ребятки! На связи Белочка. И я сегодня к вам не с пустыми руками. У меня есть ножик, большой, страшный и тупой. И целая коробка красивой, хорошей и очень доброй посылки. Вот. Это наша вторая с вами попытка сделать красивую, замечательную распаковку. Знаете, такую немножечко АСМР, где будет прекрасно все. Где все растения, которые пришли, будут замечательного качества. Это посылка от Magic Orchids. Мы с вами распаковывали вместе летнюю поставку. Это будет последняя в этом сезоне осенняя поставка. И да, у меня тоже был заказ. Там будет интересного. Но я хочу сначала немножечко затянуть и поговорить о своем обелищем, а потом уже перейти к самому приятному и все-таки получить долгожданный, последний в этом сезоне, релакс. Вот, но сначала хочу поговорить. Почему мне хотелось сделать, да, это получается вторая практически подряд распаковка, ну сколько, пару месяцев прошло. Предыдущая была снята на ту кошачью попку, на которую я снимала все предыдущие 2 года свой блог, а вот это вот будет сниматься на мой новый клевый, дорогущий, космолет, которому я не перестаю удивляться, какую красивую картинку он мне показывает. И поэтому распаковку и каждый корешок, который в предыдущей распаковке, ссылку оставлю в описании, я вам показывала вот так вот и говорила: верьте мне, люди, там корешочек растет. Сейчас я очень надеюсь, что мы каждый корешочек реально увидим. И еще, опять-таки, по сравнению с предыдущей распаковкой, я хочу поискать цветоносики. Просто потому, что после предыдущей распаковки я все-таки ребятам отправила это видео, они его увидели, они его посмотрели, они извинились за печеньку, никто не знал, какое предсказание там будет. Вот. Мы посмеялись, и ребята теперь в курсе, что я блогер. Может быть, они мне все-таки отправили что-нибудь с цветоносиками. Вот. Подозревая, что я эту распаковку тоже буду снимать. Так что с этого момента, в принципе, претензии про «вы сговорились, блогерам отправляют самое лучшее» имеет место быть. Они знают, но я ничего специально не просила. Так, и, наверное, еще одно мне надо сказать, беличьего, не относящегося к распаковке. Мои зрители в тележеньке видели, как я шла за этой посылкой, как я ее получила и как я пришла домой с ней. И на протяжении всего этого пути я, наверное, раз 12 повторила, что это последняя посылка в сезоне, и имеет смысл пояснить, почему. Да, конечно, понятно, что уже который год подряд у нас в регионе погоды позволяют заказывать в любое время вообще совершенно. В прошлом году мне последняя посылка пришла 31 декабря 2024 года. Это были снежные нежные Тиланси от Надежды Савита. Я ее очень люблю. И Тиланси тоже. Вот, 31 декабря. Замечательно, все дошло. Но у меня сейчас дело не в этом. Вы знаете, чего у меня сейчас происходит в этом месяце. Я очень сильно потратилась на космолет, чтобы наконец-таки делать красивую картинку. Еще я на этой неделе дозаказала к нему штатив. А еще я все-таки потратилась на клевую лампу, чтобы она освещала пианинку, и туда красиво расставить все, что с цветоносиками, и пора по папоротнике. На самом деле, к клевому крутому штативу было бы еще неплохо докупить, не стесняться снимать на улице. Потому что вот опять-таки к зрителям из тележеньки, перед тем, как снять вот маленький на 24 секунды кадр дороги, я очень долго стояла под этой красивейшей, замечательной рябиной и как дебил морально готовилась и ждала, пока все люди пройдут. Потому что вот одно дело, когда снимаешь видос и потом дома его переозвучиваешь, а другое дело там начать говорить, ну, просто на улице сама с собой с телефоном и еще там чего-то поводить. Мне до сих пор это сложно. Да. Так что эту функцию надо еще докупить. Но! К чему я все это? У Белки закончился бюджет.
У Белки закончились деньги на все вот это вот вообще в ноль. То есть я сейчас еду на Орхидиум без денег. Скорее всего, на Монстериум, который будет в октябре, тоже, потому что ни копейки свободной не будет от слова совсем. Так что Белка поедет и на Орхидиум, и на Монстериум бомжевать. Зато у меня есть космолет, у меня будет клевый штатив, у меня будет крутая лампа и целая посылка орхидеи от Magic Orchids. И в честь этого дзен, с которым Белка поссорилась, вы знаете эту историю, а если не знаете, то ссылку оставлю в описании. Дзен назначается спонсорской, партнерской площадкой. Там будет платная подписка, в открытом доступе будут статьи и чуть-чуть видео я все-таки оставлю. И там будет возможность донатов. Белка не клянчит, Белка рассказывает про возможности, ссылки в описании. Вот. Нет, слушайте, я все-таки не умею вот это вот «подайте Христа радио» подавать как... Мне стыдно это говорить почему-то. Все, не будем. Тогда не будем. И, наверное, на этом месте уже харе трепаться, и надо выдохнуть и сделать красивенькую АСМР распаковку. И заодно, пока буду раскрывать коробку, расскажу второй раз повторно, кто такие Magic Orchids. Так, ну что, поехали. Знаете, что мне нравится? Мне это нравится у всех продавцов почему-то. Вот у меня вот такой вот маленький пунктик. Мне очень нравится, когда где-нибудь подписано Белка Сид. На коробке, на растении, на пакетике. Все равно. Так, устроимся вот так. И пока я распечатываю, вы будете слушать то, что и так знаете. Группа ВКонтакте Magic Orchids. Там почти 27 тысяч человек довольных клиентов. Это, собственно, одна из моих самых-самых любимых групп. Одна из. Потому что ребята очень четко работают, максимально быстро отправляют и очень-очень-очень следят за качеством растений, которые отправляют. Вот у меня, допустим, в этом заказе они у меня до отправки прислали письмо с картинками и спрашивали. Там у меня был один сорт, и там все корешки у шеи были закуплены. То есть там было понятно, что вполне возможно что-то с растением не так. Вот, мне предложили или скидку, или отказаться. Я отказалась. Ну, у меня и так перебор, потому что на самом деле, составляя вот этот вот предзаказ, я туда накидала растений, которые из их предзаказанного альбома я пыталась заказать уже 3 раза, и их у поставщика не было. Я, соответственно, пыталась заказать 4-й, и тут раз, и внезапно в наличии оказалось все. Я подумала, что, наверное, это перебор. И пусть лучше растение с запухленными корнями останется у них. Вот, я вам сейчас еще скринов схемы заказа понакидаю, чтобы вы все это видели. То есть 3 поставки в год. На сам основной заказ моя рекомендация сильно не размахиваться, потому что самое интересное это то, что бывает в альбоме с излишками, который ребята показывают недели за 2 до, собственно, прибытия растений. Вот в излишках обычно бывают самые интересные сорта, которые уж точно безотказно приедут. Поэтому моя рекомендация делать основной заказ небольшой, а вот как раз на излишки прийти в указанный день, в указанный час и заказать себе чего-нибудь реально редкого и интересного. Вот, почему настаиваю на том, чтобы обязательно делать основной заказ, пусть даже маленький, пусть даже там 2 растения будет, даже если их поставщик не подтвердит. Когда вы приходите уже заказывать в альбом излишек, там будут 2 разные цены. Одна для клиентов, у которых был предзаказ, вторая для клиентов, у которых не было предзаказа. Ну и, соответственно, у вторых будет чуть-чуть дороже. По-моему, на 100 рублей с растения. Ну да, по 100 рублей с растения.
По большому счету это сделано не потому, что ребята такие жадные и хотят, чтобы все у них предзаказывали предзаказы, а с очень большим количеством заказов и потом еще добивок от излишек гораздо легче работать с людьми, у которых уже висит предзаказ. Там и схема оплаты немножечко другая, и оформляется это все гораздо удобнее. Все, с организационными моментами закончили. Теперь предлагаю просто немножечко кайфануть. А я вам еще картинки показываю. А еще в конце напомните мне нашего страдальца из последней поставки вам тоже показать. Так. Это конвертик с подарочками мы его оставим на десерт. Да, вот так. Коробку пока немножечко отодвину. Вот это вот десерт. И будем выкладывать тоже. Распаковываю быстро. Прилаз. Там 20, по-моему, 4 растения будет. К ребятам эти растения только-только приехали, поэтому кое-кто может быть в не очень хорошем тургоре, потому что отпаивать им было некогда. Калейдоскоп. О, прям просушен. Растущий лист, но тургор есть, но при этом он хорошо просушен. Сейчас соображу, как это сделать поудобнее все. Вот. А вторым номером у нас слоняра. Wonderful Wheel Coco. Листья больше моей ладошки. Ну, смотрите, видно, корень в росте. Ну, ведь здорово. Шеи у них всегда чистые. Так, нет, цветонос, корень. А мы ищем цветоносы. Так, я предлагаю немножечко отодвинуться. Да, так лучше. Next. И здесь будет 3 микса. То есть мы не знаем, кто это. Ну, в этой поставке растения явно просушены больше, чем в предыдущей. Но они в какой-то своей обработке. Новый свеженький листик, он еще аж прям такой зелененький. Вот их надо отпаивать бы аккуратно. Вот их лучше отпаивать лежа на боку. Так, десерт. Первое, что будет сделано, это само собой входящая обработка. Я возьму Батрайдер. Какие же огромные у всех листья, а? Здорово. Angel. Тоже без цветоноса. Не судьба белки, да? Цветоносики получать. Вот, будет обработка Батрайдером. Я их всех густо-густо залью Батрайдером. Потом, вот так же, вот точно, как они сейчас лежат, я их на столе на ночь оставлю, чтобы у них там из всех пазух все повытекало. А завтра уже капельно, по чуть-чуть полью. Ты кто? Микс с растущим листиком. Никаких цветоносов. Ох, не везет белке. Так, давайте миксы я хочу отдельно откладывать, чтобы потом посмотреть, насколько у них разные листья. Так, а это прям какая-то очень сильно просушенная легкая козявка. Все растения будут в 2,5. Может быть, кто-нибудь в троечке попадется, я не помню. Ой, какая-то... Да, специоза. Вот маленькая, легенькая, это специоза. С растущим листиком. И растущим корешком.
2 растущими корешками. А в горшке немного. О, Микки Комет. Микки Комет. Как я недавно услышала у кого-то в видео. Обработки или кто-то жрет? Эть. Посмотрели теперь? Я посмотрю. Не, просто грязь. Вот, красавчик. Ой. Вот этот вот красавчик. Я на самом деле уже, не знаю, больше года, наверное. Видели? Я хочу Аракаки World Dream. По-моему, так оно называется. Вот этот вот, он чем-то похож. Поэтому я его взяла. Никаких цветоносов. Задолбала белочка. Микки Курошева. Здесь будут не только фаленопсисы. Подождите. Я не фаленопсисы пока в коробке оставляю. Достаем только фаленопсисы. Пони. Это моя вторая попытка пони. Предыдущая летом сказала все. Есть подозрение, что либо из-за жары, либо из-за белкиных корявых лап. Оба варианта имеют место быть. Мне так нравятся эти растущие листики, вы бы знали. Так, еще кто-то легкий. Вуаля. Это должен быть интересный гибрид. Маленький, симпатичненький. И непонятно, кем будет, когда вырастет, в маму или в папу. Во. Чинсуме. Ее у кого-то в обзоре видела, как она цветет. Прям очень понравилось. Хорошо. Так, кто-то в черном горшочке. Ставлю на... уже не надо ставить, я вижу, кто это. Иероглифика. Давно хотела, и вот наконец. Все говорят, что она очень-очень вредная. Попробуем. Но первое, что сделаем, это, соответственно, мы ее вытащим из непрозрачного горшочка и пересадим в прозрачный. Да? Неплохо. Да? Для иероглифики-то. Маленькой-маленькой. Не затягиваем. Я, наверное, поставлю тайм-код, чтобы отдельно потом распаковать растения, которые не фаленопсисы. Вы их видите? А они вас тоже. Как глазки у улитки, да? Блин, как же круто! Как же я люблю вот такие вот чудные поставки. Ой, а вот это вот и растущий листик, вот эта вот прелесть очень должна быть чем-то похожа на My Sun Black Boy, который у меня цвел уже 2 раза, и он меня просто вдохновляет. Мне очень нравятся такого плана цветочки.
Они маленькие, но они вот каждый разный. И вот это вот каждый разный, это ну вот прям мое. Циркус. Он на вас смотрит. Как же. Ребятки, я не знаю, как вы, но я свой кайф уже словила. Здорово. Так, циркус. Микс. Это вот как раз третий микс. И вон они у нас получились реально все разные. Причем и по форме листьев тоже. Victory Star. У меня есть одна, я ее флосенком брала, но она еще маленькая. Мне захотелось побольше попробовать. Они недорогие, они довольно-таки быстро растут. Но моя почему-то, мне кажется, по-другому выглядит. Потом посравниваю. И тоже никаких цветоносов. Ну вот как? Хоть к Зибо поезжай и бери там все с цветоносом. Я шучу, у меня закончились денежки. Так, нет, это я вырежу. Ладно. Давайте теперь на вот этот вот корешок посмотрим. Я прям не могу. Ты кто? А, это вот как раз-таки Лека, который мне в прошлую поставку не достался, я его перезаказала. Они же теперь идут все не просто Лека Фантастик, а кто-то с циферками, кто-то с буковками, какие-то номерные, и они все немножечко разные. И много-много корнищ. И растущий листик. Так, непонятно? В общем, вот это вот я знаю, что такое. Вот это, по-моему, я догадываюсь. Это, по-моему, не знаю. Сюрприз будет. Так. Видите? Но не могу я без рассматривания корней. Корни самое клевое, но без памкин. Так, я вернулась. Вот это вот маленькое тыквенное солнышко. Один раз я ее вживую видела и поняла, что надо заказывать. А потом еще видела в отзывах у ребят в группе, кто у них брал, вот у них зацвели вот эти вот Нобис Памкин. Они поразительные. Ну вот это вот как раз мой типаж орхидей. Такая, знаете, небольшая милота. Афродита. Ну, Афродиту все знают, наверное, не знаю. Растем. Растем. Представляете? Так, и на этом месте у нас начинается небольшой блок нефаленопсисов. И начинаем мы с ушей и корней. В общем, котлея. Вот такая вот. Ну-ка, как ты выглядишь? В принципе, неплохо выглядит. Даже ж. Все равно будем свежие корни растить. Так. Раз. Я хоть тебе не помню, как это расшифровывается, но это тоже что-то бульбовое, и я знаю, что это Фрэнсис Фокс. Сейчас мы ее... О, кстати, пока я ее разделываю, эту Фрэнсис Фокс, она довольно-таки популярная.
И все почему-то думают, что это French Fox, то бишь французская лиса. На самом деле ничего подобного. Фрэнсис Фокс – это, собственно, дама. Абсолютно живая человеческая дама, в честь которой назвали растение. Вот. Мне очень понравилось, как она цветет. И, наконец-таки, вот ее, кстати, я 3 раза пыталась заказать безуспешно. И вот на 4-й раз, вот сейчас она только пришла. Мне интересно посмотреть, что там внутри. Видите? Так. Вот это вот куст, да? Так, знаете, что мне скажите? Вот это вот чей-то? Вообще вот, учитывая мои скудные познания в бульбоводстве, господи боже, я как Лукашенко, бульбоводство. Бульбовод 6-го раза... О, так, все, стоп. В общем, мне кажется, это похоже на то самое, с чего они цветут. Подсказывайте, ребятки. А здесь у нас вон что происходит. Там все, между прочим, очень даже ничего выглядит. Вот, а по поводу этой пипки, скажите, у меня верные подозрения? Фрэнсис Фокс. Прошу любить и жаловать. Девица скоро будет цвести. Так, вот эта вот штука. Вот с этой вот штукой я, конечно, уже почти знакома, потому что у меня есть от Pink Orchid энциклия. Я, кстати, наверное, ссылку на шорт оставлю. Она у меня цвела первый раз домашним цветением, и меня это вдохновило на покупку второй энциклии. Конечно, та была прям взрослая-взрослая. Когда я ее покупала, она была цветущая и просто зацвела у меня дома. А это подросток. Ну что ж, будем пробовать. Учитывая то, как растет моя та, прям бодро-бодро, есть надежда, что это тоже будет также расти. Так, Шинфонг Смайл. Мне не хватило энциклии, ну, вернее, тоже я пытаюсь заказать уже 4-й раз, и ее так и не было. Энциклия Радиата. Вот ее мне очень хватает. Так. Ой. Простите, у нас перерыв на фаленопсис, я его не заметила. Корни. На вас смотрят корни. Ефон Black Rose. Ефон Black Rose, это меня вдохновила орхидея Нейрафтерс Дзена, блок Олесечкины сказки. Вот у нее она цветет постоянно, и мне ее экземпляр очень нравится. Решила завести свой. Так. Ну, кстати, по итогу ни одного цветоноса мы с вами так и не нашли. Хоть белка блогер, хоть не блогер, а цветоносов ей все равно не присылают. Так, а вот последнее я хочу. Сейчас я сначала распакую, а потом мы въедем в кадр. Или даже сделаем по-другому. Ща. Мы сделаем вот так, потому что для кадра на фоне стола оно слишком большое получилось. Я, кстати, уже видела картинки от девочек, которые уже получили свои посылки, и там реально огромные экземпляры, поэтому свой. Ко мне там ассистент пришел, мне придется за ней следить немножечко. У меня лук, осока, трава, в общем. Сейчас. Я думаю, что некоторые догадались, что это. А уж если меня смотрят зрители Magic Orchids, то уж вы точно в курсе, кто это. Сильва.
Ну что, со второй максиллярией меня. Какая огромная. Да просто монстр какой-то. Это все корни. Не сильно представляю, как ее сейчас сажать. Я, наверное, возьму большую вазу. Попробую ее поотпаивать в большой вазе. Вот. Да, конечно, вот эти вот бульбы сморщенные, их надо сейчас потихонечку отпаивать. Но я первую свою я отпоила. У меня это все получилось. И вот с этой вот, по идее, тоже должно получиться. Ну, шикарная же, да? А, кстати, сейчас достану свою, покажу их вместе. Я вот так вот постою. В общем, вот эта вот моя. Она полгода назад вывезена с орхидеума. Вот смотрите, какие у нее прям бульбы-бульбы. Такие налитые, прикольные. А вот эта вот новая, она явно, ну прям конкретно так взрослее. Учитывая то, что моя-то уже еще и подросла, и отпилась. И сидит, кстати, я уже показывала, давайте еще разок покажу. С какой стороны показать? То есть я ее когда домой привезла весной, я не знала, во что ее посадить, я еще вообще не читала, не изучала про этот сорт, про этот вид орхидеи, ничего. Поэтому я просто засунула в высокий бокал на подушку из керамзита и подумала, почитаю, потом посажу нормально. И вот этот вот керамзит, там чуть-чуть воды всегда плескалось. В итоге я ее так и не пересадила, она отпоилась в этом стакане, она начала в нем расти, у нее вот вагон новых свежих ростов. И сейчас я думаю, что ей вроде нормально. Вот, так что может быть снова сделать чего-нибудь такое же. Только, соответственно, ей взять не бокал, а какую-нибудь прям вазу. И чтобы она отпаивалась именно в чем-то высоком. Так, ребятки, это дополнение, это через несколько дней решила показать, как я придумала посадить эту максилярию, которая большая-большая, высокая-высокая. Высокая пластиковая колба, корнище, живой мох. Да, здесь я постаралась и поукладывала все это зелеными хвостиками кверху. Причем размер колбы, чтобы вы представляли, мне надо было засунуть руку до локтя для того, чтобы туда дотянуться. Вон ее старые-старые корни. Мы на них не надеемся. Мы надеемся на то, что она в эту посадку будет новую выпускать. И внизу мой любимый плагрон. Все. Так вообще получилось довольно-таки симпатичненько, согласитесь. Живенько и зелено. Такая посадка у меня первая. Так, все, дополнение закончено. Едем дальше. Так, и на этом месте я предлагаю распаковку признать успешной. Мы еще тут откладывали с вами подарочки и мелочевку на потом. Вот сейчас это все распакуем. И я обещала вам показать моего травмированного с предыдущей поставки. Сейчас. О! Два Моспелана. Штука хорошая, в доме пригодится. Вообще, мне нравится в таких конторах, как там Magic Orchids, Архарай, кто-то еще, вместе с орхидеями сразу заказываешь какую-нибудь сопутку. Там обычно вполне себе вменяемый ценник, и не надо потом гонять по всему, не знаю, Озону или по всему городу в поисках, чем же, блин, обработать на входящую обработку и все такое. Просто сразу заказываешь и все. И вот в шкаф положил, забыл. Так, в подарок удобрение Петерс. Дальше поехали по веселому, все как обычно. Конфетка.
Все как обычно, но это как обычно так радует. Конфетка. Я еще пытаюсь следить, чтобы ассистент не начал жрать цветы. Она давно в эту комнату не заходила. Еще конфетка. И приходится за ней постоянно подглядывать. И еще конфетка. Что еще есть? Само собой, открыточка с правилами поведения. Ну, в смысле, что надо с орхидеями делать. Купон на скидку. Это если я вдруг захочу еще когда-нибудь в своей жизни заказать орхидеи. Я, по-моему, так уже шутила. А вот это вот сегодня вместо хомяка. Вот. Это лазерная резка из дерева. И здесь сзади написано «Счастье рядом, орхидейный оберег». Вот. Должна взять скрепочку и куда-нибудь на полочку повесить. Туда, где у меня всякие хомяки висят из прошлых поставок. Так, я сказала, что я не знаю, что это. А может быть, я не помню, что это. Вообще похоже на сигару. Да, я тоже сомневаюсь, что это сигара. Так. О! Полезное в доме дело. На этом месте все. Мне очень приятно, что вы были с... Ага, все. Да, правда? Все? Нет, я обещала показать. Это тот самый Fuller's Gold Stripe, который в предыдущей распаковке внезапно вдруг пришел с желтеющими листами и непонятной шеей. С ним что-то случилось в пути. Именно в пути, потому что в момент отправки все было с ним шикарно. Потом я его грохнула об пол, сломал ему второй цветонос. Первый цветонос повредила лист. Но несмотря на все это, он очень хочет жить. Очень. Вот это вот я сломала, когда он был прям в зачатке. Он отрастил еще один. Причем вот это вот я вам тоже где-то уже показывала. И вот еще пошел следующий. Ну и само собой растущие корни, видите, да? То есть все с ним в порядке. Он мне показал, что он по сорту правильная бабочка. Смотрите, какая красота. Ну, правда, пока всего один. Вот. Спасибо, ребята, Magic Orchids. Спасибо всем моим героическим героям, которые досматривают все мои видео до конца. Я вас очень люблю. Еще вернусь. Забегайте ко мне в тележеньку, там иногда бывает весело. А еще я туда выкидываю какие-нибудь неудачные дубли и веселые веселости со съемок. И с котами. Вот. И с цветочками. И после пока-пока я вам покажу, как ассистент играется с коробочкой от орхидеи Magic Orchids. Ну, приехали. У тебя к попе упаковка прилипла. Ай. Ну что, убрать? Да, я уберу. Вот. Вот. Ассистент. Ты еще никогда не выглядел так красиво. Да, Зайенька? Какие лапищи. Вы знаете, мы ее можем в эту камеру прям даже порассматривать.
Ассистент никогда еще не был так хорош. Лапище. Ну, приехали. Леди себя так не ведут.